Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз на ноябрь. События ноября и все, что с этим связано, которые совсем скоро, не за горами уже ноябрь, а возможно и неожиданно, придут на ваш порог. И мы достанем на первой колоде 78 дверей. Как всегда, три карты, три знака судьбы. А возможно, это три декады. Попробуем соединить в одном видео. В последующем мы подекадно делаем видео, расклады. Но давайте заглянем в будущее, узнаем, каким будет ноябрь для вашего знака зодиака. Итак, что спешит вашу жизнь, но как будто пока скрыто. И эти три карты мы не задаем вопросов, потоковая информация, на чем делают акцент карты, или в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения. Итак, три знака судьбы, три карты. Первый знак, второй для козерогов на ноябрь и третий. Вторая колода, колесо года, пусть нам тоже раскроет, с чем вы, может быть, столкнетесь. Или пусть нам карты расскажут о чем-то важном, что нужно услышать. Вот явно много работы. И вот, кстати, работы много или какой-то, хочется сказать, знаете, вот как возня бывает такая, в хорошем смысле. Это где-то рутина. Может быть, знаете, как комплекс каких-то мелких дел, но вот они отнимают очень много времени. Безумную усталость, кстати, они дают. И знаете, это вот как рутина, которая никогда не закончится. Вполне вероятно, вам придется тут свою занятость несколько пересмотреть. Иначе есть риск с учетом вот этих двух карт, когда мы либо света белого не видим из-за усталости, либо когда мы, ну вот включились в какой-то процесс, а вы люди сильные, вы люди надежные, ну и может быть вы вот уже в какую-то как колею вошли, а рыцарь мечей тут не про колею. Тут как раз какие-то внезапные могут быть известия, может быть и обстановка, как будто так складывается, что нужно держать руку на пульсе. Не просто заниматься своими делами, а отслеживать еще, что происходит вокруг вас, чтобы не было каких-то неожиданностей. Вот тут я вижу, что мы можем просто не увидеть именно или из-за усталости, или включиться в какой-то вопрос. Ну и, к примеру, взять на себя ненужную ответственность. Почему нет? Вот это тоже, вот эти две карты как раз даже больше, наверное, об этом говорят. Ну ладно. Так чего же вы не знаете, а это случится или произойдет? К чему вам быть готовыми? Мы достанем 6 карт и посмотрим, что они нам расскажут. Не задаем вопросы. Самый главный вопрос, к чему быть готовым? Чего вы пока не знаете? Но в процессе ноября это для вас откроется. Может быть и правда, может быть и новость какая-то. Или глаза иногда у нас открываются. Ну а что, тут удивительного. Думали одно, просто видели, ну, какое-то действие или какой-то, может быть, и прецедент, или наше видение в одном ключе, а тут приходит информация и все переворачивает с ног на голову. Да, тут есть момент того, что мы не видим именно, потому что тысяча неопределенность по аркану Луна. Но для вас, мои дорогие, для кого-то это может проиграться наоборот с таким, знаете, с хорошим плюсом. И пусть это будет для большинства из вас. Потому что это карта эмпатии, карта любящих людей, карта дома. Когда есть пара, вьют общее гнездышко, будем говорить так, да, правда. И тогда вы вдвоем словно будете искать вот это место убежища, ну, в хорошем смысле, потому что у нас тут дверь, куда мы должны попасть. Как будто там для нас хорошо, комфортно, даже если, ну, так дверь под наклоном, это прообраз Пизанской башни. Или, может быть, сопряжены какие-то вопросы по вашему жилищу, когда, ну, быстро что-то не решишь. Приходится именно договариваться. Страж дверей хамелеон. С хамелеонами приходится договариваться. Но есть возможность все равно что-то сделать для себя хорошее. И вот по части личной жизни, тут правда, когда для тех, кто в паре, наступает то время, когда ваши общие заботы, ваши общие желания, когда вы на одной волне со своим любимым человеком. Ну, может быть, у нас карта иногда предупреждает о том, что не все вопросы по независящим от вас причинам могут решаться быстро. Беременная девушка прогуливается вдоль берега. И мы не можем этот, понятно, ускорить процесс, но такой вот символ ожидания, когда оно имеет смысл, причем такой очень высокий, глобальный.
Ну, может быть, это вопросы касаются, когда, ну, какие-то согласования вы проводите, может быть, в том числе по документам, или вы с чем-то определяетесь. Тут, наверное, тоже быстро не пойдет дело. Тут и надо какие-то моменты узнать, уточнить, но на это все требуется время. Но иногда карта говорит: остерегайся, козерог толпы, как будто если ты оказываешься в толпе, тебе в другую сторону. Ладно, ну вот у кого-то такой момент проиграется. Ну, король Пентаклей — это второй знак судьбы, у вас все под контролем. Открыты двери или закрыты? Вот принципиальное значение. Дверь закрыта. Нам сказали: договоришься с хамелеоном, сделаешь для себя что-то хорошее. Не договоришься, ну, значит, не договорился. А здесь у нас дверь открываете вы сами. И это не какая-то там импровизированная дверь, конкретно дверь сейфа, мои дорогие. Ну, это ведь правда, это тельцы, девы, козероги, если мы так переложим карту на астрологию, да. Хотя это может быть и человек, у которого асцендент, как и у вас, или, в принципе, человек, который занимает какую-то должность, или сделал себя сам, или тот человек, который работает сам на себя, или иногда банкиры проходят, или, в принципе, вопросы, когда что-то у вас будет увязано с банком. Ну, у кого-то кредиты, у кого-то ипотека, у кого-то это просто вот ваши именно темы вашей личной жизни, и когда в вашей паре вопросы благополучия стоят на первом месте. Ну, стабильная карта. Да, король Пентаклей, он не говорит о каком-то особом вдохновении. Скорее, он призван решать именно вопросы, которые связаны с делами конкретными, с вопросами благополучия. То есть вдохновением сложновато, но зато это те люди, на которых можно как раз опереться. Ну вот какие-то есть, может быть, и темы дома с учетом арканы Луна, я все-таки вижу. Или это у кого-то в семье, даже если вы один или одна, вы тоже можете тут задумать переезд, кстати, куда-то, или поездку, или, в принципе, может быть, сама по себе мысль, раньше вы не думали, а не переехать ли мне, потому что, ну, какие-то совершенно как свежие мысли, или по аркану Луна что-то может быть и неожиданно для вас, и вы будете просчитывать, продумывать, каким образом вот реализовать вот эту цель. По аркану Луна у нас есть ориентиры как бы, но конкретики пока никакой. А вот конкретика как раз по королю Пентаклей. То есть, ну, у кого-то банально любой вопрос. Вы не знаете как, но и может быть к этому тысяча причин, которые внешние. Но так или иначе вы можете проложить какой-то самый максимально удобный фарватер для того, чтобы осуществить вашу задумку. Давайте третий знак судьбы, ну правда? Вы знаете, тут единственное, иногда ведь девятка кубков, хоть и кубки, казалось бы, да, тут должно быть про чувства. Так вот, эта карта эгоиста, тут чувство к самому себе. Хотя иногда эта карта, вот эта карта финансового благополучия, финансовой прибыли и того человека, который сделал себя сам. Конечно, по части эгоизма, тут уж каждому решать по-своему, но, в принципе, какая-то финансовая тема идет у вас либо в рост, либо у вас что-то может получиться. Вполне вероятен какой-то новый проект по работе или сама по себе как поиск новой работы, такое тоже могу предположить. Возможно, у кого-то это, ну, какие-то товарно-денежные отношения, да, вот, смотря чем вы занимаетесь. Но самое главное, знак судьбы, вы как будто чем-то остаетесь довольны. По крайней мере, вы лично. Как будто и при деньгах, но и, в принципе, вас что-то радует, вас что-то устраивает, самое главное. И я так в целом вижу, если начинается, ну так, ни шатка, ни валка, аркан Луна, да, тысячи неопределенностей. Но вы, мои дорогие козероги, вы как раз шаг за шагом все тут и проясняете, и стабилизируете. Словом, делаете все, как вам нравится. Я тут могу предположить, если мы даже разобьем карты на 3 декады, да, то, ну, это относительный, конечно, ориентир, но даже то, что для вас еще пока непонятно в начале месяца, шаг за шагом к концу ноября, ну, есть повод радости. Или есть повод остаться собой, в первую очередь, довольным. Ладно, к чему быть готовым? К неожиданностям, снова нам говорит карта. Рыцарь жезлов — это когда нам, может быть, придется быстро собраться и куда-то поехать, съездить, у кого-то далеко, у кого-то поближе. Но кое железо пока горячо, не теряя времени даром. А ведь и правда у кого-то получается решить вопросы по части дома.
По королю Пентакли это часто идут наши даже супруги. Ну, неважно, кто меня смотрит, в целом король Пентакли – это тот человек, который ценит семью, который ценит традиции, устои, когда хочет сделать все только лучше или более надежней, да. Может быть, и сами по себе вопросы дома по четверке жезлов – это именно дом. И где-то аркан Луна тоже вторит этому. Пусть это для кого-то из вас вопросы жилья, ну, в промежуточном каком-то варианте. Кстати, иногда четверка жезлов об этом говорит, как домик на ветвях, да? Вы можете задумать, вот иногда проигрывается, по крайней мере, в моих раскладах. Ну, я не говорю для всех и всегда, но у кого-то это может быть, к примеру, мои дорогие, вы собирались переезжать в одно место, да? И вот прямо сразу там, где вы бы хотели, оказаться вы не можете. Но и в прежнем месте вы не можете тоже оставаться. Тогда, когда выпадает эта карта, какой-то средний, да, вот именно промежуточный вариант, тем не менее, который это как новый шаг к достижению конечного пункта, куда вы хотите попасть. Но в любом случае это стабилизация или когда вы останетесь довольны. Четыре жезла как четыре столпа. Это наш якорь, это благополучие. Тут на самом деле у вас что-то получается. К чему быть готовым? Ну, может быть, для того, чтобы решить окончательно какую-то тему или вопрос, будет такой момент, день как минимум, а может и не один в ноябре, когда оставить для этого необходимо рутину или какие-то ваши планы, быстро пересмотреть и именно куда-то поехать. Как будто вам это будет во благо, вы останетесь довольны, словом, не пожалеете о себе, потом скажете спасибо. Более того, то, почему вы прежде горевали по пятерке чаш, как будто перестанет для вас, ну, в принципе, либо существовать, либо какие-то эмоции вызывать у вас негативные, а может быть для кого-то из вас как раз и возможность решить ту тему будет, по которой либо была какая-то пауза, либо было ваше разочарование. Может быть, я тут вижу мелкая карта, пятерка чаш, и называется в этой колоде «Вытоптанный сад». То есть когда-то прежде вот именно было сожаление, что много было потрачено сил, много было потрачено энергии, а в результате это либо как разрушено, либо ну, что-то несостоявшееся. А теперь вы можете сделать совершенно, как бы воссоздать еще лучший вариант, понимаете? И для этого, вот, наверное, на смену вот этим разочарованиям приходят как и неожиданные возможности, так и сам по себе якорь или стабилизация, или решение вопросов по части жилья. Правда, у кого-то так будет. Ладно, к чему еще быть готовому? Работай, у тебя все получится. Ну, наверное, да, эти карты нам тоже где-то говорят, что козероги настойчивые люди, выносливые люди. И эта карта отчасти рутины, когда мы занимаемся, может быть, однообразным трудом. Для кого-то много работы, много занятости, но все же одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. И я так вижу, для тех, кто ищет работу, при желании, ну точно, без работы вы не останетесь. А может быть, сами по себе приход денег. Или вторичный заработок. Вот, кстати, про вторичный заработок так точно. Здесь могут быть, знаете, как вторичный доход. Может быть, вы в одной организации работаете и просчитываете либо свое какое-то дело, чтобы работать на себя, по крайней мере, начать. Как бы и от прежнего не отказаться, но и все равно, чтобы была подушка безопасности или какой-то вот такой дополнительный вариант, когда вы чувствуете, нет, мне бы это было в помощь, а может быть, кто-то ищет работу на дому. Вы знаете, тоже можно найти. И кто знает, потом вы что-то переиграете, передумаете, вполне вероятно, что поменяется местами. То, что было вторичным доходом, тут может быть наоборот первичным. А для кого-то это правда нулевой аркан иногда нам дает смысл как бы переезда, перемещений. Переезда как смены места жительства. Пусть вы не переедете в ноябре, но кто-то из вас может бы задуматься, и это будет связано либо, кстати, с работой, либо с какими-то семейными обстоятельствами. К чему быть еще готовому? Ну, вот все, наверное, что я говорила. Наверное, все же все наши карты, финансы, благополучие, личная жизнь, семья, вот вокруг этого, ну, понятно, финансы, они откуда-то к нам приходят, поэтому вопросы занятости тоже могут выйти на первый план. Ну, вот то, что по Луне.
Это то, что нужно лично нам. Не кому-то, не кому-то во благо. Или вот, наверное, даже по части каких-то обязательств. Вот вы будете концентрироваться в течение ноября месяца, мои дорогие козероги, именно на ваших желаниях, может быть, и ваших нуждах. Но как будто это очень правильная в данном случае позиция, потому что вы для себя вот этот ноябрь должны посвятить собственному благополучию. Для этого, посмотрите, как специально карты так легли. Ладно, давайте узнаем, и к чему это все идет, как это обернется, для чего все это было нужно. И, видимо, от начала месяца до конца какая-то история постепенно у вас проясняется, если, как по аркану Луна, были тысячи неопределенностей. А вы знаете, любая тройка – это карта будущего. Вот по этой карте мы раскрываем таланты. И правда, мы вторичный доход, или когда мы сдаем экзамен, получаем какой-то сертификат или важную бумагу. И это для нас означает как путь наверх, или мы становимся более востребованными на рынке труда. Для кого-то из вас непосредственно ваше творчество. Карта говорит, если будешь раскрывать свои таланты, что-то вы умеете делать очень хорошо, мои дорогие козероги. И карта подсказывает, для кого-то, правда, настало время подумать о самостоятельной деятельности. Может быть и так. Сделать пусть первые, еще робкие шаги. Но вполне вероятно, вот то, что я проговорила, и как раз эту карту достала. Может быть, это когда мы новые знания приобретаем по части финансов, финансовой грамотности, изучаем, как работают какие-то финансовые системы, да, или цифровые технологии, системы взаиморасчета. Может быть, для кого-то буквально вот эта цифровизация, да, которая проходит финансов. Неважно, в какой стране мира, это, мне как думается, многие страны захватывает, особенно до конца 2025 года. Но тут тоже надо для кого-то разобраться, что это такое, с чем это едят, и понимать, как что работает. У кого-то банально даже, да, меня смотрит разный возраст, и кому-то, правда, надо разобраться, чтобы не было никакого ляпсуса. Вот тут я бы видела еще такую подсказку, мои дорогие. Будь внимателен с деньгами, как будто деньги есть и деньги будут. А вот посередине нулевой аркан, как будто с деньгами нельзя сглупить. Вот правда. И может быть, если вы не видите целесообразно куда-то вкладывать или нет, то тогда явно не торопитесь, потому что по нулевому аркану нас могут так, знаете, ну как подначивать, говорить, да нет, это выгодно, нет, это надежно. Ну, надо иметь голову на плечах, чтобы не остаться вот с разбитым, вытоптанным, точнее, садом, перевернутыми кубками. Доверяй, но проверяй. Деньги требуют подсчета, да, или какого-то нашего расчета на длительную траекторию. У вас есть возможность, понимаете как? И самое главное, сложить на будущую какую-то более такую стройную траекторию. Ну, точно. Нельзя не замечтаться, нельзя быть наивным, нельзя быть доверчивым. Карта принцессы мечей, как прообраз Медузы Горгоны, которая как раз и пострадала от доверчивости и наивности. Ну, вот как-то так. Поэтому смотрите, как вот эта принцесса наша, да, в бинокль, точнее, в подзорную трубу. Вот и вам, мои дорогие козероги, вот на будущее, как все обернется, или к чему это все идет, для чего было нужно. Вам придется еще последующий какой-то период словно менять. Может быть, микроскоп на вот эту подзорную трубу или на бинокль, что вблизи и что вдали. Постоянно как-то соотносить. Но здесь держать руку на пульсе – это точно. Для чего это еще нужно? Ну вот все понятно, для чего это нужно, правда? Посмотрите, у вас выпадает аркан Солнца. Конечно, это прояснится у вас что-то, мои дорогие, факт. Может быть, по части личной жизни, жизни в паре. Может быть, по части дома. То что-то будет у вас добро-хорошее. Безусловно, вас что-то порадует. Вы прочувствуете, знаете, вот элемент такого, когда у вас что-то получится. Как словно счастье, понимаете, вот на самом деле. Причем, может быть, оттуда, откуда вы не ждали. Конечно, мы все разные, но явно повод для оптимизма у вас на ноябрь есть. Потому что по аркану Солнца, ну, мало что какой-то вопрос или тема прояснится, но ведь это карта выбора правильного направления, конечно.
мы говорили с вами, что, может быть, как вы словно работали, были в какой-то рутине, и вот когда выпадает рыцарь жезлов, это, знаете, внезапность какая-то. Или человек, или предложение, или новость, что угодно. И нам это нужно додумать, оставив эту рутину и, может быть, буквально совершить какую-то либо поездку, либо встретиться с конкретным человеком, чтобы задать вопросы, совершить важный диалог. И это не отложить на потом, потому что потом возможности не будет. Причем очень быстро. Скажем, подумаю завтра, а завтра уже как энергия Вселенной поменялась, понимаете? Вот даже такая острота момента может быть. Поэтому тут и надо, конечно, себя беречь, не без этого с арканом Луна. Иногда мы, знаете, по аркану Луна чего-то не видим. Поэтому для вас нельзя делать что-то на автоматизме. Вот автоматизм, да? Если делаем на автоматизме, то тогда какой-то ляпсус может быть. Именно потому, что мы не рассмотрели. Поэтому, ступая даже, да, просто идя по какой-то местности, смотрите себе буквально под ноги, да, куда я иду. Или когда что-то делаете, тоже делайте это осмысленно. Дорогу переходите в том месте, где положено, а не там, где всегда. То есть себя как-то обезопасить нужно. Ведь вот эти даже добрые эмоции, которые пытаются войти в вашу жизнь, или что-то ясное, такое светлое, очень перспективное, мы можем по-разному оценивать. Все от нашего восприятия зависит. Но иногда мы настолько как бы, ну, или вдохновлены, или нас что-то радует. Мы тоже на, казалось бы, этих добрых эмоциях, ну, утрачиваем связь с реальностью, потому что мы менее, ну, где-то взгляд наш менее цепляет ту обстановку, в которой мы находимся. В этом тоже есть риск. Все-таки аркан Луна. Поэтому берегите себя. У вас какой-то вообще очень продуктивный период жизни, причем это месяцев 6-8, мои дорогие козероги. И не упустите, как я уже говорила, но и так, знаете, продолжить в каком-то очень хорошем, грамотном ключе или с какими-то возможностями. Не одним моментом жить, это точно. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете мне душевные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.